Ты поднимаешь Кубок мира, и стадион в Катаре грохочет так, будто это не трибуны. Это океан. Медаль бьет по груди. Руки дрожат. Но ты улыбаешься. Наконец-то. А ведь когда-то тебе сказали, ты станешь лучшим в мире, но сначала тебе объяснят, что ты слишком слаб. Слишком маленький, слишком хрупкий, слишком не для большого футбола. Ты рождаешься в Росарио, в обычной семье, где никто не думает о мировой славе. Отец работает на заводе, мама занята домом и детьми, денег немного. Но любви хватает. Вы живете просто, без роскоши, без больших планов, без ощущения, что в этой квартире растет будущая легенда. Во дворе все начинается так же, как у тысяч других аргентинских мальчишек. Мяч, пыль, крики, разбитые колени, вечное желание играть еще 5 минут. Потом еще 10. Потом до темноты. Тебя не нужно заставлять выходить на поле. Наоборот, тебя нужно уводить домой. Футбол с самого начала не кажется тебе просто занятием. Это язык, на котором ты понимаешь мир. Ты играешь везде. Во дворе, на пустыре, на маленьких площадках, где ворота обозначают камнями. Никаких больших сцен, где взрослые сразу шепчут «гений». Есть просто мальчик, который слишком любит мяч. И каждый раз мяч будто липнет к ноге не магией, а тем, как ты с ним разговариваешь. Короткими касаниями, поворотами, паузами, будто ты заранее знаешь, куда он должен лечь. Бабушка одна из первых замечает, как сильно ты живешь этой игрой. Она верит в тебя раньше многих. Смотрит, как ты бегаешь. Радуется каждому движению, поддерживает так естественно, будто не может иначе. Для тебя ее вера не мила. Это тихое разрешение мечтать, не оправдываясь. Ты еще не знаешь, что впереди будут больницы, диагнозы, переезд через океан и годы давления. Пока все очень просто. Ты маленький мальчик из Росарио, у которого есть мяч и чувство, что с ним ты становишься собой. И этого пока достаточно. На поле ты всегда самый маленький. Это видно сразу, еще до первого касания. Рядом мальчишки выше на голову, тяжелее, громче. Они толкаются плечами, смеются, бегут так, будто их нельзя остановить. А ты тонкий, легкий, будто тебя можно сдуть ветром с бровки. Тренеры не понимают, что с тобой делать. В Аргентине любят мощь. Характер измеряют тем, как ты врезался, отобрал, продавил. А ты часто падаешь. Тебя сносят в стыках. На тренировках ты уходишь с синяками на ногах, с ссадинами на локтях. Иногда слышишь полунасмешливо: он слишком слабый. Его сломают. И ты сам это чувствуешь. В раздевалке форма висит на тебе, как на вешалке. Ты смотришь на тонкие руки и злишься: почему я не как они? Почему мне так тяжело? Но злость не превращается в обиду на футбол. Она превращается в упрямство. Раз нельзя силой, значит нужно по-другому. Потому что как только мяч оказывается у твоей ноги, все меняется. Ты не споришь силой, ты споришь движением. Ты разворачиваешься там, где другие тормозят. Ты прячешь мяч не потому, что ты крепкий, а потому, что ты низкий, и твой центр тяжести как якорь. Ты режешь пространство мелкими шагами, и защитник рядом выглядит не сильным, а медленным. Ты не доминируешь в борьбе. Ты доминируешь в моменте. Иногда кто-то из взрослых все же замечает: этот маленький не просто удобный с мячом. У него будто есть внутренняя карта поля. Он знает, куда мяч пойдет еще до того, как ты сам это осознаешь. Тебя хвалят после игры, хлопают по плечу, но внутри все равно сидит тревога. Ты выигрываешь сейчас. А что будет, когда все вырастут? Когда физика станет главным? Когда тебя начнут ломать всерьез? Ты еще не знаешь ответа. Ты просто продолжаешь играть, потому что без футбола ты никто. А с ним ты хотя бы чувствуешь, что можешь. Тебе 10. Ты уже привык, что взрослые обсуждают тебя так, будто тебя нет рядом. Маленький, хрупкий, не вырастет. Но однажды это перестает быть просто словами и становится медицинским фактом. Кабинет врача. Белые стены. Запах спирта, холодная кушетка. Доктор просит снять обувь, встать ровно, прижаться спиной к ростомеру. Металлическая планка касается макушки, и ты почему-то краснеешь, будто виноват, что не дотянул. Анализы. Кровь. Ожидание. И, наконец, фраза, которую ты запоминаешь навсегда, хотя тогда не до конца понимаешь смысл. Дефицит гормона роста. Врач объясняет ровно, почти буднично. Организм не вырабатывает нужное количество гормона. Без лечения ты можешь так и остаться маленьким, а в профессиональном спорте это станет стеной. Ты смотришь на родителей.
Мама прикрывает рот рукой, чтобы не заплакать. Отец кивает, но ты видишь. Внутри у него что-то рушится. Потому что это не только про сантиметры. Это про будущее, которое внезапно стало хрупким, как стекло. А ты сидишь и думаешь о простом. Если я не вырасту, меня выгонят из футбола. И кто я тогда? Лечение начинается не как надежда, а как расписание. Почти каждый день. Укол. Ты быстро учишься не смотреть на иглу, не морщиться, не задавать лишних вопросов. Врачи говорят, шанс есть. И сразу добавляют то, от чего в комнате становится холодно. Это очень дорого. Для богатых – цифры. Для твоей семьи – приговор. Отец возвращается домой позже обычного, усталый, с металлическим запахом завода на одежде. Мама экономит на всем, что раньше казалось нормальным. Продукты попроще, никаких покупок, просто так, никаких лишних трат. В доме появляется тишина, не уютная, а тяжелая. Та, что возникает, когда взрослые думают, что ребенок не слышит. Но ты слышишь. Ночью из кухни доносятся обрывки разговоров. Сколько осталось? Может занять. А если не получится? Отец злится не на тебя, на беспомощность. Он привык решать руками, а тут руками ничего не исправишь. Только платить. Много. Долго. Клуб помогает немного поначалу. Ты продолжаешь играть, забивать, тренеры улыбаются, талант редкий. На секунду кажется, что все наладится. Но потом помощь заканчивается так же буднично, как началась. Никто не говорит «ты нам не нужен». Просто становится понятно. Вкладываться в маленького мальчика с диагнозом готовы не все. И вот вы упираетесь в тупик. Лечение нельзя прерывать, мечту нельзя поставить на паузу. А денег нет. Ты сидишь на кровати с мячом у ног и впервые чувствуешь, что футбол – это не только радость. Это счет, который кто-то должен оплатить. И этот кто-то – твоя семья. Предложение приходит не как чудо, как странная невозможная новость. Европа, Испания, Барселона. Для Росарио это звучит почти как миф. Город, который ты видел только на картинках. Клуб, о котором говорят шепотом, будто боятся сглазить. Тебя зовут на просмотр. Снова обследование, снова диагноз, снова цифры. Огромные, непосильные. Ты видишь, как отец слушает и каменеет. Он не умеет проигрывать, но здесь победить нельзя силой. И вот Барселона произносит главное. Они готовы оплатить лечение, если ты подпишешь контракт. Для вашей семьи это спасение, от которого одновременно хочется плакать и бояться. Потому что цена – переезд, не язык, испанский знаком. Но ты понимаешь, это другой мир. Другой акцент, другие правила. Каталония, где рядом будет звучать каталонский. И ты впервые почувствуешь себя чужим даже в знакомых словах. И главное, придется оставить дом, бабушку, двор, Ньюэллс, друзей. В академии ты будешь не маленьким гением из Росарио, а просто еще одним мальчиком, которого могут вычеркнуть в любой момент. Вечером отец сидит на кухне и долго молчит. Мама тихо говорит: «Лё, ты понимаешь, что это значит? Ты понимаешь одно. Если остаться, мечта умрет тихо, вместе с лечением. Если уехать, им будет страшно. Но это хотя бы шанс». Ты киваешь не как ребенок, как человек, который уже научился выбирать между болью и надеждой. Аэропорт пахнет кофе, керосином и чужими историями. Чемодан кажется тяжелее тебя самого. Самолет взлетает, и ты впервые понимаешь. Мечта – это не картинка. Это расстояние. Барселона встречает иначе. Влажный воздух, чистые улицы, быстрые люди. В клубе улыбаются вежливо и профессионально. Ты слышишь испанский, вроде свой, но другой. Слова те же, а звучат иначе, как будто ты попал в соседнюю реальность. Тебя привозят в Ла-Масию. Старое здание рядом с огромным стадионом, который ты видел только по телевизору. Камп Ноу где-то совсем рядом, как обещание и как угроза одновременно. Внутри пахнет стиранной формой, газоном и столовой. Коридоры полны мальчишек, таких же, как ты. Только почти все выше и шире. Тебе показывают комнату, кровать, шкафчик. Говорят расписание. Школа, тренировки, сон. Все по минутам. Здесь нет двора, где можно играть до темноты. Здесь футбол, работа, дисциплина, отбор. Ошибся, и тебя заменят. Вечером отец уходит, а ты остаешься один в новой постели. Смотришь в потолок и впервые ловишь себя на мысли. А если я не справлюсь? Если они ошиблись?
Ты сжимаешь край простыни, будто это мяч, и шепчешь себе единственное, что умеешь. Завтра на поле. А там я объясню. Первые недели в Ла-Масии ты живешь как будто в стеклянной коробке. Днем тебя спасает поле. Пока мяч у ноги, мир понятный. Но вечером, когда свет в коридоре гаснет и ребята расходятся по комнатам, тишина становится громкой. Ты скучаешь не по Аргентине, как по стране, по мелочам, по голосу мамы, по шагам отца, по бабушке, которая верила, будто уже знала финал этой истории. Здесь никто не знает твоего прошлого. Здесь ты, маленький новичок, которого оценивают каждый день. Иногда ты слышишь каталонский, быстрый, резкий. Ты понимаешь не все и ловишь себя на чувстве чужого места. Еда другая, запахи другие, даже футбол другой. Меньше хаоса, больше схем и дисциплины. Ошибся, тренер делает пометку. Еще раз, и рядом появляется кто-то новый, готовый занять твое место. Уколы продолжаются, ты уже почти не жалуешься. Иногда, глядя на следы на коже, думаешь: а если я все это терплю? Ради чего? Ради того, чтобы однажды тебя просто отправили обратно? Ты звонишь домой, слышишь родные голоса. И после разговора становится не легче, а больнее, потому что связь обрывается. А ты остаешься в комнате, где твое имя еще ничего не значит. Тогда ты достаешь мяч. Катишь его по полу, касаешься носком, будто проверяешь. Он здесь. Он твой. И шепчешь себе: потерпеть. Надо дождаться момента, когда одиночество начнет окупаться. В Ла-Масии никто не ждет, пока ты привыкнешь. Утро начинается рано. Подъем, завтрак, школа, тренировка. Газон идеальный, мячи новые, но от этого не легче. Темп другой. Решение надо принимать быстрее, чем ты успеваешь подумать. Тренер может остановить упражнение и бросить сухо. Быстрее думай, Лео. Здесь времени нет. Тебя цепляют плечом, толкают в спину, накрывают корпусом. Ты падаешь и поднимаешься так быстро, будто падение стыдно. Внутри сидит страх. Если сейчас покажусь слабым, все закончится. Не просто матч. Вся история. По вечерам врач, контроль роста, уколы. Ты уже не спрашиваешь, зачем. Ты знаешь, это твоя цена за шанс. Иногда перед сном слушаешь, как в коридоре кто-то смеется, кто-то обсуждает завтрашнюю игру, кто-то хвастается, что его уже заметили. А ты молчишь. Тебе страшно поверить, что тебя могут заметить. И так же легко забыть. Однажды тренер вызывает тебя после занятия. Ты стоишь маленький, мокрый от пота, с прилипшей к спине майкой. Он говорит строго, почти равнодушно: талант здесь есть у многих. Нужен результат. Докажи, или поедешь домой. Слова простые, без крика. И от этого они режут сильнее. Ночью ты понимаешь. Дальше нельзя просто стараться. Здесь нужно выигрывать каждый день, в двусторонке, в упражнении, в каждом касании. Потому что у тебя нет запаса ни в сантиметрах, ни во времени. Только футбол, только ты и мяч. Перелом происходит негромко, ни в финале, ни при камерах. На обычной тренировке, где ноги дрожат от усталости, и ты уже готов услышать привычное: мало, не успел, слабый. Двусторонка. Тесное поле, жесткие стыки. Тебя ставят против ребят крупнее, и по идее ты должен исчезнуть. Но мяч оказывается у твоей левой и будто включает другой режим. Первый шаг, второй, короткий финт, и защитник пролетает мимо. Третий, и ты уже между двумя. Они пытаются закрыть тебя корпусом, а ты проскальзываешь в щель, которую видишь раньше всех. На бровке кто-то тихо говорит: опять этот маленький. Ты отдаешь передачу вразрез туда, где еще никого нет. Партнер врывается и забивает. Тренер ничего не говорит сразу, только смотрит внимательнее, чем обычно. И это внимание чувствуется кожей. Потом матч юношеской команды. Тебя пытаются задавить силой, толкают, цепляют, бьют по ногам, случайно. Ты падаешь, встаешь, молчишь и продолжаешь делать свое. Принимать мяч под давлением, разворачиваться на носке, уходить влево, резать внутрь, оставляя за спиной злые лица. Ты забиваешь. Потом еще. Потом отдаешь. И вдруг понимаешь. Они уже не смеются. Они боятся, что мяч снова попадет к тебе. После игры тренер подходит ближе и впервые говорит не про рост. У тебя есть то, чего нельзя натренировать. В раздевалке закрепляется прозвище: Ла Пулга, Блоха, маленький, быстрый, неудобный. Раньше это звучало бы как насмешка. А теперь
как признание. Идешь в комнату поздно вечером и впервые за долгое время думаешь: может быть, я здесь не случайно. Может быть, я действительно могу. Однажды утром тебя вызывают в кабинет, сердце стучит в горле. В Ла-Масии так не зовут, просто поговорить. Тренер коротко говорит: сегодня тренируешься со старшими. И Сосновой тоже. На секунду в голове пусто. Сосновой – это взрослые мужчины, которые играют при 40 тысячах. Те, кого ты видел по телевизору, пока жил в Росарио. Ты выходишь на поле и видишь их. Большие, быстрые, спокойные. Они не суетятся, будто заранее знают, что будет через 3 хода. Мысль бьет в лоб. Я здесь лишний. Меня сейчас раздавят. Первое касание, и ты почти теряешь мяч. Кто-то жестко встречает корпусом, проверяет, развалишься или нет. Ты сглатываешь, выпрямляешься, прячешь дрожь в плечах. Главное – не показать, что ты мальчик. Тренировка идет быстро. Пас в одно касание, открывание, снова пас. Ты ловишь ритм и держишься за него, как за край. Внутренний голос повторяет: только не ошибись, только не сейчас. Потому что второго такого утра может не быть. Потом тренер подзывает и говорит еще страшнее: будь готов. Возможно, выйдешь в ближайшей игре. Ты смотришь на бутсы. Вчера они были обычными, а сегодня как билет в другую жизнь. Ночью ты почти не спишь. Представляешь стадион, свет, трибуны, чужие взгляды. Один вопрос крутится, как мяч по кругу. А если выйду и не справлюсь? Если шанс окажется последним? День игры начинается обычно. Завтрак, короткая прогулка, сбор. Но внутри все иначе, будто в груди маленький мотор, который не выключается. В раздевалке пахнет разогревающей мазью и мокрой травой. Взрослые шутят, переговариваются, смеются. А ты сидишь чуть в стороне и делаешь вид, что тебе спокойно. Райкард подходит перед выходом. Будь собой. Не прячься. Ты киваешь, хотя внутри хочется спросить: а если я им не подойдет? И вот. Месси. Разминка. Кровь приливает к лицу. Судья смотрит на замену. Тебе показывают: готовься. Ты выходишь на поле официально, по-настоящему. Форма Барселоны на тебе как броня, но тело помнит, что ты маленький. Первые секунды ты почти не просишь мяч, будто боишься потревожить взрослых. Пас приходит сам. Мяч катится к твоей левой, и время сужается до одного факта. Он у тебя. К тебе летит защитник, большой, злой, уверенный, что сейчас закончит сказку. Ты делаешь короткое движение корпусом, прячешь мяч под себя, уходишь в сторону, и он пролетает мимо. Стадион шумит громче. Партнер кричит: «Давай еще». Ты отдаешь простой пас, снова открываешься, снова получаешь. Снова. Ошибки почти нет, только жесткость, скорость и ощущение, что здесь нельзя думать долго. Матч заканчивается без гола и заголовков. Но ты знаешь, главное уже произошло. Ты не сломался. Ты вышел и остался. После дебюта тебя начинают ждать. Сначала в заявке, потом на разминке, потом в момент, когда игра вязнет и трибуны раздраженно гудят. Ты все еще маленький, и после стыков все еще больно. Но теперь боль не пугает. Она как доказательство, что ты внутри взрослого футбола, а не рядом. Матч за матчем ты набираешь дерзости. Начинаешь чаще просить мяч, чаще идти в обводку. Не только когда безопасно, а когда нужно. Тренеры видят. Ты не прячешься, ты ищешь ответственность, будто тебе ее не хватает. И однажды случается то, что потом будут крутить 1000 раз. Пас за спину, рывок, вратарь выходит. Ты подсекаешь мяч мягко, почти по-детски. Мяч летит дугой и падает в сетку. Гол. На секунду ты не веришь, что это произошло с тобой. А потом Роналдиньо обнимает тебя так, будто передает эстафету без слов. Теперь ты здесь всерьез. Газеты пишут твою фамилию крупно. В раздевалке к тебе относятся иначе. Уже не снисходительно, а внимательно. Партнеры начинают искать тебя взглядом, потому что понимают: через тебя можно менять игру. А внутри меняется главное. Ты перестаешь чувствовать себя временным. Потом имя перестает принадлежать тебе. Оно звучит в новостях, на афишах, в криках болельщиков, в спорах тех, кто никогда не видел тебя вживую. Месси становится словом-символом. Ты выигрываешь все. Чемпионаты, кубки, Лигу чемпионов. Золотой мяч, 1, 2, 3. Цифры перестают удивлять.
На поле ты становишься машиной для побед не потому, что стал самым сильным, а потому что думаешь быстрее мяча. Видишь пространство там, где другие видят только игроков, отдаешь пас, которого никто не просит, и он оказывается единственно правильным. Но слава приходит с тенью. Ты не можешь ошибиться без того, чтобы утром это не разобрали по кадрам. Тебя любят и одновременно требуют совершенства, как будто ты обязан быть богом каждый субботний вечер. Иногда ты смотришь на трофеи и чувствуешь странную пустоту. Быть лучшим – не финальная точка, а новое давление. В Барселоне тебя обнимают после побед, поют имя, ты часть механизма, где все работает. Пас, движение, пас, гол. Там ты дома. А потом ты приезжаешь в сборную Аргентины, и воздух становится тяжелее. Форма небесно-белая, как всегда, но ощущение другое. Будто ты надеваешь не майку, а ожидание целой страны. Здесь не спрашивают, устал ли ты. Здесь смотрят так, будто ты обязан вернуть Аргентине то, что она потеряла со времен Марадоны. Это говорят прямо и косвенно, в газетах, на радио, в разговорах таксистов. Ты лучший в мире? Тогда докажи. Не в Каталонии, здесь. И странная вещь. Чем больше ты выигрываешь в клубе, тем меньше этого достаточно. Потому что твои трофеи не поют гимн Аргентины. Твои голы в Лиге чемпионов не снимают боль старых поражений сборной. Тебя сравнивают не с соперником, а с легендой прошлого. Каждый пас оценивают как приговор. Лидер или нет. Мужчина или нет. Настоящий аргентинец или слишком европейский. А ты по характеру тихий. Ты не кричишь речи в раздевалке, не бьешь себя в грудь. Ты ведешь игру ногами. Но стране иногда нужен не гол, ей нужен жест. И когда жеста нет, люди начинают сомневаться даже в голах. Финал – это не праздник. Финал – это комната без воздуха, где каждая секунда давит на грудь. 2014 год. Бразилия – чемпионат мира. Вы доходите до самого конца, будто тащите страну на спине. Германия играет холодно и точно. Ты ищешь щели, живешь между линиями. Но каждый пас кажется тяжелее. У тебя есть момент. Мяч приходит, ты видишь ворота и бьешь. Чуть мимо. Не позорь сантиметры. Но в финале сантиметры решают все. Дополнительное время. Гётце забивает. Ты стоишь и смотришь, как мечта уходит, будто поезд, на который ты не успел на один шаг. После свистка ты проходишь мимо кубка, и кажется, что его поставили так близко специально, чтобы было больнее. Тебе дают награду лучшему игроку турнира, ты улыбаешься для камеры, делаешь все правильно, но внутри пустой стадион после матча. Бумажки на газоне, тишина и чувство, что награда не отвечает на главный вопрос. Потом Копа Америка. 2015 финал. Опять Чили. Нервы на пределе. Пенальти, как русская рулетка. Ты забиваешь, но вы проигрываете серию. Снова почти. 2016. Снова финал. Снова пенальти. И на этот раз мяч после твоего удара летит выше ворот. Ты замираешь. Внутри пусто и громко одновременно. Ты не слышишь стадион, только то, как вся страна выдыхает разочарование твоим именем. Поражения не заканчиваются со свистком. Они едут с тобой в автобусе, летят в самолете, лежат рядом в гостиничном номере, когда свет выключен, а сон не приходит. Хейт приходит не криком одного человека. Он приходит как фон. Ты открываешь газету, и там обсуждают не матч, а твой характер. Ты включаешь телевизор. И там спорят, лидер ты или нет. Ты заходишь в интернет и видишь тысячи одинаковых фраз. Холодный, не свой, слишком тихий. Тебе припоминают все, даже то, как ты стоишь на гимне. Потом добавляются истории про налоги в Испании, и шум становится еще громче. Теперь ты для кого-то удобная мишень. Богатый, чужой, виноватый по умолчанию. Ты возвращаешься домой, пытаешься быть обычным, поиграть с детьми, поужинать с семьей, выдохнуть. Но телефон вибрирует, новости обновляются, и фамилия звучит так, будто это не имя человека, а приговор. Самое тяжелое, ты начинаешь думать. А может, они правы? Может, я действительно не тот, кто нужен этой стране? После финала ты не кричишь и не бьешь кулаками в стену. Ты просто сидишь и смотришь в пол. В раздевалке пахнет потом, мазью и мокрой формой. Кто-то молчит так, что слышно, как капает вода в душе. Ты капитан. Должен сказать что-то, что склеит всех обратно. А у тебя внутри ничего не клеится. Ты выходишь к журналистам. Камеры, микрофоны, вопросы. Почему снова? Ты останешься. И ты вдруг слышишь свой голос. Спокойный, уставший.
Я закончил. Сборная – все. Это не для меня. На секунду кажется, что ты сделал хоть что-то, что принадлежит только тебе. Но тишина не лечит. Она лишь показывает, как сильно болит. Ты возвращаешься в клуб, снова выигрываешь, снова забиваешь, улыбаешься для камер, а внутри сидит незакрытый вопрос. Если я ушел, значит они победили. Проходит время, и сборная снова зовет. Не обещанием славы, просьбой. Ты возвращаешься не потому, что уверен, а потому, что не можешь иначе. Ты становишься осторожнее, взрослее, терпеливее. Перестаешь пытаться доказать всем и начинаешь просто вести команду. Пасом, паузой, точным движением в нужный момент. 2021 год. Копа – Америка. Маракана – Бразилия. Финал снова пытается сделать из тебя заложника прошлого, но на этот раз вы держитесь. Ди Мария забивает, а вы терпите последние минуты, как будто держите руками дверь, за которой ломится вся история ваших поражений. Свисток. И ты падаешь на газон, потому что ноги больше не держат. Трофей, наконец, в твоих руках. И ты плачешь не только от радости, от облегчения. Ты будто возвращаешь себе право быть капитаном. А потом приходит Катар. Чемпионат мира, как длинный коридор, где за каждой дверью может быть конец. Ты забиваешь, ассистируешь, тащишь, и команда идет за тобой. Финал, снова качели, снова боль, снова голы в обе стороны, снова пенальти, как в кошмаре, который когда-то тебя сломал. Только теперь ты стоишь ровно. Ты бьешь, и мяч в сетке. Мартинес спасает. Стадион взрывается. Когда тебе дают кубок, ты поднимаешь его и чувствуешь, это не просто золото. Это закрытая рана. Это твое «я не сломался». И когда шум затихает, ты впервые замечаешь простую вещь. Кубок мира не закрывает жизнь. Он ставит точку в споре, который шел много лет. Споре не с Роналду и не с журналистами. Споре с тем мальчиком из Росарио, который когда-то смотрел на взрослых и думал: «Меня сломают. Я слишком маленький». Теперь ты знаешь. Тебя пытались ломать много раз. Болезнью, переездом, одиночеством, финалами, насмешками. И каждый раз ты не становился громче, ты становился точнее. Твое оружие никогда не было в крике, оно было в касании. Ты смотришь на свое прошлое и понимаешь. Твой путь не про идеальность. Ты проигрывал, промахивался, падал, хотел уйти. И именно поэтому тебе верят. Ты не был мифом без ошибок. Ты был человеком, который поднимался. Для одних ты навсегда останешься мальчиком из Ла-Масии, доказавшим, что рост – не приговор. Для других – капитаном, выдержавшим ненависть и все равно вернувшимся. Для миллионов детей – доказательством, что можно быть тихим и все равно вести за собой. Лидерство – это не голос, а ответственность. Рекорды перепишут, трофеи поблекнут, даже имя станет страницей в учебнике футбола. Но останется главное – ты изменил представление о том, каким может быть лучший. Не самым сильным, не самым громким, а самым настоящим. И где-то во дворе, в Росарио или в любом другом городе, маленький мальчик снова ведет мяч между камнями воротами и уже не боится, что он слишком слаб. Потому что ты однажды доказал обратное.